С вами канал со сложным названием dachaclubmd.ru, и в сегодняшнем видеообзоре мы поговорим про Logan 2021. В нашем случае это Dacia Logan 2021 года. Все мы знаем, что Dacia — это дочернее предприятие Renault, и иногда новинки у Dacia появляются раньше, чем у Renault. Так что, возможно, именно так будет выглядеть Renault 2021, и на этой же базе будет построен Lada Granta 2021 года. Итак, давайте начнем с экстерьера. Мордашка автомобиля явно изменилась. Она стала более дутой и агрессивной. На капоте появились выштамповки, крылья стали более раздутые. Также автомобиль приобрел новую светодиодную технику. Как мы видим, ближний свет и габариты у нас ледовские, а дальний свет у нас галоген. Приобрел новую ячеистую радиаторную решетку, верхняя часть у нас обрамлена хромом и присутствуют такие вот хромированные вставки. В нижней части радиаторной решетки у нас расположились датчики парктроника. В центре, как мы видим, у нас присутствует логотип Dacia. Давайте взглянем на автомобиль сбоку. Как мы видим, автомобиль получил обновленную форму и стал более обтекаемым. Колесные арки у автомобиля были изменены и стали более дутые. Здесь установлены легкосплавные колесные диски на 16 дюймов. Также использована резина 195 на 55. Сборка автомобиля выполнена на высочайшем уровне. Все зазоры выполнены качественно. Автомобиль получил новые двухцветные зеркала и также пластиковую накладку в передней части крыла и двери. Далее у нас расположились вот такие вот ручки классические под цвет кузова. Данная модель прибавила в размерах. Габаритные размеры авто таковы: длина 4396 мм, ширина 1848, высота 1501, клиренс 16 см. Здесь установлен исключительно передний привод. Говоря о подвеске, то спереди Макферсон, сзади полузависимая торсионная балка. Спереди у нас установлены вентилируемые дисковые тормоза, сзади у нас стоят барабаны. Теперь давайте рассмотрим заднюю часть автомобиля. Сзади, как и спереди, установлены светодиодные фары Y-образной формы. В центре багажника у нас расположился логотип Dacia и шильдик Logan. Здесь же есть ниша для доступа в багажник. Резиновая накладка, под которой скрыта кнопка. При нажатии на нее у нас производится открытие багажника. В нижней части бампера у нас расположены датчики парктроника и противотуманные фары. Объем багажника составляет 528 литров. Здесь предусмотрен органайзер, чтобы ваш багаж не болтался по всему багажнику. Он фиксируется в специальных нишах. Давайте посмотрим, что скрыто под полом багажника. В нашем случае мы рассматриваем битопливную версию автомобиля, и здесь расположен пропановый баллон на 40 литров. Также присутствуют ниши для разной мелочевки и инструмента. Исходя из того, что вместо запаски у нас пропановый баллон, запаску придется хранить где-нибудь в самом багажнике. Выносное заправочное устройство? Да? Ну все, так нормально говоришь, что ты напрягся. Крышка бензобака получилась довольно большой, и под ней расположена горловина для бензобака и ВСУ. Крышка открытия бензобака получилась довольно большой. Под ней у нас расположено заправочное устройство для газа и горловина для заливки бензина. Нормально? На Dacia Logan устанавливается три типа мотора. Первый — атмосферный, объемом 1 литр, выдающий 65 лошадиных сил. Второй — турбированный мотор, объемом 1,0 литр, выдающий 90 лошадиных сил. Третий — битопливный мотор, работающий на бензине и на газе, выдающий 100 лошадиных сил. К сожалению, третье поколение Логанов поставляется без дизельных двигателей. Данный автомобиль поставляется с тремя типами КПП. Первое — это пятиступенчатая механика, второй вариант — шестиступенчатая механика, и третий вариант — это бесступенчатый вариатор. Как мы видим, здесь не предусмотрены защитные накладки для двигателя, и мы можем поподробнее его изучить прямо отсюда. Любопытным фактом является то, что автомобиль прошел сертификацию Евро 6.
Данное авто поставляется в 3 комплектациях. Да, еще один нюанс. Производители не поставили газовые упоры, как на втором поколении, и поэтому приходится использовать подножку. Садясь в автомобиль, обращаешь внимание, что Логан приобрел полностью новый салон. Что касается руля, то здесь появился мультируль 4-спицевой, которым можно осуществлять управление мультимедиа, круиз-контролем. Также под рулем у нас появились такие вот качельки, лепестки для управления громкостью. Руль у нас регулируется как по вылету, так и по высоте. Давайте это продемонстрируем. То есть можно выставить любое удобное вам положение. Также автомобиль получил новую приборную панель с таким олиповатым дизайном. Давайте поподробнее рассмотрим торпеду. Торпеда у автомобиля также обновилась. Сверху у нас выполнена она из черного матового пластика. Здесь появилась такая вот тканевая накладка. Она мягкая на ощупь и довольно изысканно смотрится. Дизайн дефлекторов также был обновлен. Они получили прямоугольную форму и обрамлены хромированной полоской. В центре у нас появилась панель мультимедиа. Отсюда мы можем управлять всеми функциями автомобиля. Под дефлекторами у нас расположилась кнопка закрытия дверей, аварийка, идентификатор состояния подушек безопасности, кнопка эко. Автомобиль обзавелся климат-контролем. Здесь присутствует 3 шайбы для регулировки обдува, температуры и направления воздуха. Ниже у нас расположилась зарядка прикуривателя и USB-порт. В самой нижней части есть глубокая ниша для хранения всякой мелочевки. А в нашем случае установлена 6-ступенчатая механическая коробка передач. Она приобрела новый дизайн и здесь обрамлена хромированной рамкой. Все автомобили Dacia поставляются с механическим ручником. Здесь расположился подлокотник для водителя, а под ним место для 2 подстаканников. Также за ней есть еще одно небольшое углубление для хранения всяких мелочей. Рядом с ней расположена розетка для прикуривателя. Мультимедийка обзавелась множеством дополнительных функций. Здесь присутствует навигация, куча настроек. Также вы можете вывести изображение со своего телефона на экран и пользоваться им как телефоном. Рядом с дисплеем мультимедиа расположился USB-порт для зарядки ваших гаджетов. Данная комплектация обзавелась датчиком света, датчиком дождя. Также присутствуют системы активной и пассивной безопасности. Система ABS, EBD. Во всех комплектациях установлено 6 подушек безопасности. Спереди и сзади электрические стеклоподъемники и также электрическая регулировка зеркал. В автомобиле неплохое салонное освещение, солнцезащитные козырьки хорошего качества. Здесь даже присутствуют зеркала. Рядом с солнцезащитным козырьком у нас расположился микрофон для громкой связи. Появилась новая кнопка SOS для аварийной помощи. Садясь в автомобиль, сразу обращаешь внимание на очень удобные кресла. Здесь присутствует как нижняя боковая поддержка, так и боковая. Помимо новых сидений, автомобиль получил обновленные подголовники оригинальной формы. Давайте поподробнее изучим бардачок. Он довольно вместительный и глубокий. Выполнен довольно качественно, но, как вы видите, когда вы его открываете, он просто выпадает. То есть какой-то плавности нет. Это явный минус. Пока единственный. Автомобиль приобрел обновленные дверные карты. Здесь у нас расположились кнопки управления всеми стеклоподъемниками, регулировка зеркал, новая ручка в таком оригинальном стиле из пластика, и сверху они покрыты хромом. В нижней части расположена большая ниша для хранения всякой мелочевки, и рядышком с ним у нас динамик. Слева от руля расположился крючок для регулировки рулевой колонны. Так как мы рассматриваем битопливную версию автомобиля, то у нас здесь расположилась кнопка LPG. Здесь у нас находится ролик для регулировки фар. Лично мое мнение то, что автомобиль получил очень крутые изменения.
В плане дизайна интерьера вообще супер, появился дисплей, появились дефлекторы. Садясь в это авто, ты чувствуешь себя как реально в крутой какой-нибудь иномарке. То есть ничто себя не выдает. Ну, конечно же, можем сказать, что пластик не самого лучшего качества, потому что он простукивается, да, он твердый. Вот эта вот обновленная матерчатая вставка выглядит очень даже стильно. Мне нравится, например. Что мне особенно нравится в этом автомобиле, это приборная панелька и ее приветствие. Давайте я вам это продемонстрирую. Я встречал такое на японских автомобилях, но в Dacia это новшество они используют впервые. И по мне так это очень стильно, очень круто, и они прям в тренде сейчас. Сиденья, мало того, что неудобные, они износостойкие. Так как я ездил на Логане предыдущего поколения, я могу сказать, что эта ткань, она очень износостойкая. То есть она у вас без чехлов может прослужить и 5, и 10 лет при должном ухаживании. Нам не получится продемонстрировать работу мультимедийного экрана, так как сел аккумулятор. Но ничего страшного, мы сейчас пересядем в другое авто, правда в немного другой комплектации, и покажем вам подробно работу мультимедийного экрана. Еще одним интересным фактом является то, что производитель распространяет гарантию 3 года либо 100 тысяч километров пробега. Также есть 5 лет гарантии на лакокрасочные покрытия. Говоря о стоимости данного авто, то данная комплектация с битопливной установкой стоит 13 100 евро. Автомобиль же в базовой комплектации вы можете приобрести за 8 600 евро. Ну вот и все, что можно сказать о передней части автомобиля. Давайте пройдем в заднюю часть и посмотрим, каково задним пассажирам. Здесь довольно много места. Задние сиденья выполнены в таком же ключе, как и передние. То есть я расположился довольно комфортно. Места сверху достаточно. При моем росте 1,75 м я ощущаю себя довольно комфортно. Давайте закроем дверь. Здесь у нас также присутствует стеклоподъемник. Есть кармашек в двери, динамик. Кстати, автомобиль получил еще одну удивительную опцию. Это вот такая вот полочка, на которой вы можете расположить ноутбук, планшет, либо перекусить, к примеру. Я думаю, это очень удобно и является явным плюсом. Еще он вот так вот выдвигается, и здесь есть место для подстаканника. Давайте его сложим. Сам офигел, не знал. Но явный плюс. Видишь, сзади, еще раз повторюсь, очень удобно, места достаточно. Если я отрегулировал переднее сиденье при моем росте 1,75 м, то сзади, смотрите, я могу поставить еще практически 2 кулака. Ну, я думаю, здесь сантиметров 15-20 сантиметров с легкостью. Посадка достаточно удобная, то есть вы не сидите как-нибудь стоя, вы довольно комфортно располагаетесь. К сожалению, регулировки задних сидений у нас нет. Но мы не будем отчаиваться. Присутствует 3 подголовника. Давайте я сяду в центр, посмотрю, каково мне посередине. Вы знаете, очень-очень-очень удобно. Я думаю, вполне можно втроем путешествовать на длинные дистанции. Мы недавно обозревали другие автомобили, и они не могут похвастаться таким большим запасом места именно в задней части автомобиля. Вы с легкостью можете здесь располагаться, я не знаю, даже можно пританцовывать. Очень-очень круто, мне нравится. Поручни, опять же, есть 3 поручня. Держаться на поворотах, когда будете газовать, когда будет водитель газовать, делать тест-драйв. Давайте посмотрим, как опускаются задние спинки. Сглаживать только одну часть, но это в более дорогих комплектациях. Но изначально мы думали, что можно сложить только так, и мы ровного пола не получим, но
Тут мы внезапно обрадовались, потому что, оказывается, тут присутствуют вот такие вот прорези. Сейчас мы сообразим, как они достаются, по-моему. Вот так. Ты что, хочешь сказать, что не делается ровный пол? Мишань, помоги мне, походу нет тут ровного пола. Я знаю. Наружу. У меня задвигаются. Что такое злой Миша, блин? Спасибо, Миша. Мы обнаружили, что, оказывается, ровный пол здесь не делается. Вы можете слаживать сиденья в соотношении 1 к 2. Ну, давайте мы сложим все сиденья и посмотрим, сколько у нас появляется места в багажнике. Давайте откроем багажник и продемонстрируем. Как мы видим, места больше, чем достаточно. Здесь вы можете с легкостью перевозить какие-нибудь огромные грузы. Я думаю, для стандартной семьи, для каких-то поездок на дачу, это просто супер вариант. Купите. Как мы видим, производитель пожалел шумку, и у нас багажник без какой-либо шумоизоляции, как и место под полом. Но я думаю, за такую цену это не такой большой минус. С вами был канал со сложным названием. Спасибо за просмотр. Если вам понравился данный обзор, то ставьте лайки. Если данное видео наберет больше 1000 лайков, мы снимем новый обзор про бюджетную версию Логана. Вот она здесь.